Секретные архивы Центрального разведывательного управления, или ЦРУ, хранят в себе множество документов, которые могут повергнуть в шок любого, кто осмелится их изучить. Начнем с того, что в эти архивы попадают не только документы, касающиеся шпионской деятельности или военных операций, но и материалы, связанные с манипуляцией общественным мнением, подрывом правительств и даже контролем сознания. В течение нескольких десятилетий эти документы оставались недоступными для общественности, но в последние годы некоторые из них были раскрыты, и их содержание вызывает множество вопросов. Одним из самых нашумевших документов является программа МК-Ультра, инициированная в середине 20 века. Эта программа исследовала методы контроля сознания, включая использование наркотиков, гипноза и других манипуляционных техник. В рамках МК-Ультра ЦРУ проводила эксперименты на ничем не подозревающих гражданах, что ставит под сомнение этичность таких действий. Эти материалы описывают случаи, когда людей использовали в качестве подопытных, что ставит под вопрос права человека и этические нормы. Помимо программы МК-Ультра, в архивах можно найти документы, касающиеся различных операций по свержению правительств. Например, операция «Аякс», проведенная в 1950 году, имела целью свержения иранского премьер-министра Мохаммеда Моссаддека. ЦРУ организовала массовые протесты и пропагандистскую кампанию, которая в конечном итоге привела к перевороту и установлению режима Шаха. Это лишь один из примеров, как ЦРУ вмешивалась в дела других стран с целью изменения политического курса. Не менее интересно выглядит проект «Глазахара», который проводился в Северо-Восточной Азии. Этот проект сосредоточился на разработке технологий слежения и сбора информации. Такие программы часто вызывали недовольство местного населения и приводили к жестоким последствиям, включая насилие и нарушение прав человека. Также стоит упомянуть об операции «Феникс», развернутой во время войны во Вьетнаме. Эта операция включала в себя убийства, аресты и пытки предполагаемых противников режима, что еще больше подчеркивает безжалостный подход, с которым ЦРУ подходила к своим задачам. Операция, охватившая тысячи людей, оставила глубокий след в истории, став символом злоупотреблений власти. Но это далеко не все. Архивы ЦРУ содержат документы, касающиеся влияния на выборы в разных странах, проведения психологических операций и дезинформации. Эти факты поднимают вопросы о прозрачности и ответственности тех, кто находится у власти. И хотя некоторые документы были рассекречены, многие из них по-прежнему остаются под грифом «секретно». Мировое сообщество по-прежнему жаждет узнать правду о том, что на самом деле скрывается за стенами ЦРУ. Какие еще мрачные тайны могут быть раскрыты? Как именно менялись ходы истории под влиянием неведомых сил? Впереди нас ждут загадочные операции, которые, возможно, проливают свет на более широкую картину манипуляций и контроля. Погружаясь в мрак непонятных операций, стоит отметить, что каждая из них создавала уникальную историю, полную интригующих деталей и неоднозначных последствий. Программа, известная как «Глобус», начиналась в конце 50-х и нацеливалась на установление контроля над ключевыми политическими фигурами в странах Латинской Америки. ЦРУ разрабатывала планы по манипуляции выборами, а также активному влиянию на различные гражданские движения. В рамках этого проекта использовались подставные организации и агенты, которые внедрялись в локальные сообщества, чтобы подрывать доверие к местным правительствам. Наиболее шокирующей была операция «Кондор», запущенная в начале 70-х годов, когда несколько стран Южной Америки объединили усилия для борьбы с левыми движениями. ЦРУ поддерживала обмен информацией и координировала действия между правительствами, что приводило к массовым арестам, пыткам и исчезновениям оппозиционеров. Это создавало атмосферу страха и недоверия в странах, которые должны были быть защищены от радикальных идей, но вместо этого становились площадками для насилия. Не менее запоминающейся была операция «Чарли», которая осуществлялась в Афганистане. ЦРУ поддерживала маджахедов в борьбе против советской оккупации, направляя деньги, оружие и обучение. Это привело к созданию хорошо организованных групп, которые в дальнейшем стали основой для формирования других, более экстремистских движений. Со временем эти действия обернулись против самих Соединенных Штатов, когда выжженная земля и разрушающий конфликт привели к возникновению террористических группировок. Однако не все операции были столь явными. Операция, известная как «Проверка», проводилась в тени, фокусируясь на гражданских протестах в разных странах. ЦРУ внедрила агентов в протестные группы для подрыва акций и создания конфликта среди активистов. Эти действия не только дестабилизировали местные движения, но и привели к нежелательным последствиям, когда протесты перерастали в насилие и хаос. Среди этих операций выделяется также проект «Камень», который сосредоточился на экономической дестабилизации стран, неподконтрольных Соединенным Штатам. ЦРУ использовала финансовые манипуляции, чтобы вызвать экономические кризисы, подрывая доверие к правительствам и создавая почву для свержения. Эти действия, как правило, оставались незамеченными, однако их последствия ощущались на протяжении многих лет. Поскольку ЦРУ продолжала свои манипуляции, мир оставался в неведении о том, что же на самом деле происходило за кулисами.
Как много еще секретных операций ждет своего часа? Какое влияние они оказали на современную геополитику? Впереди нас ждут дальнейшие загадки, которые лишь подчеркивают, насколько глубоки корни тайных действий, о которых мало кто догадывается. В процессе изучения архивов ЦРУ мы сталкиваемся с шокирующими документами, которые открывают глаза на тайные эксперименты, направленные на контроль сознания. В середине 20 века программа МК-Ультра стала одним из самых скандальных проектов, разработанных Центральным разведывательным управлением. Эта программа занималась исследованием методов манипуляции сознанием, включая использование наркотиков, гипноза и психологического воздействия. Эксперименты проводились на тысячах людей, многие из которых даже не подозревали о том, что становятся подопытными. Это вызывало яркие дискуссии о правомерности таких действий и моральной стороне вопроса. Одним из наиболее тревожных аспектов МК-Ультра было использование ЛСД, который применялся для исследования его эффекта на сознание человека. Участников экспериментов заставляли принимать наркотики, а затем наблюдали за их поведением и реакцией. В некоторых случаях участники подвергались гипнозу, чтобы выяснить, можно ли манипулировать их действиями и воспоминаниями. Это вызывало огромные этические вопросы, так как многие люди страдали от серьезных психических расстройств после таких вмешательств. Кроме МК-Ультра, в архивах ЦРУ есть и другие программы, касающиеся контроля сознания. Например, проект «Чарльз», который исследовал возможности воздействия на граждан через средства массовой информации и рекламные кампании. ЦРУ экспериментировала с дезинформацией и пропагандой, чтобы влиять на общественное мнение и направлять его в нужное русло. В некоторых случаях это приводило к успешным кампаниям, изменяющим политический ландшафт целых стран. Другая программа, известная как «Тайный контроль», рассматривала возможность использования технологий для наблюдения за людьми и сбора информации о них. Разработка методов прослушивания и слежки позволяла ЦРУ захватывать информацию о потенциальных угрозах, но также ставила под сомнение права граждан и их право на личную жизнь. В некоторых случаях специальные устройства устанавливались в домах и автомобилях некоторых граждан без их ведома. Между прочим, еще одной скандальной операцией была «Шум», которая касалась использования звуковых волн и ультразвука для манипуляции сознанием. ЦРУ разрабатывала технологии, которые могли бы провоцировать страх или панические атаки у людей, что могло быть использовано для дестабилизации населения. Это подтверждает, что эксперименты в области контроля сознания не ограничивались только наркотиками или гипнозом. В архивных записях также можно найти упоминания о других проектах, направленных на изучение влияния на человека через медиа и развлекательные формы. Например, знаменитый проект «Комиксы», который предполагал использование комиксов для внедрения идеологии среди молодежи. ЦРУ верила, что через популярные форматы можно манипулировать мнением и поведением подрастающего поколения. Все это подводит к вопросу о том, насколько далеко готовы были зайти власти для достижения своих целей. Каковы были истинные мотивы этих экспериментов? Существуют ли еще нераскрытые программы, которые продолжают действовать под покровом тайны? Впереди нас ждут еще более загадочные аспекты, которые могут раскрыть истинное лицо тех, кто стоит за Curtain of Secrecy. История полна загадок, и некоторые из них остаются нерешенными до сих пор. ЦРУ активно использовала такие тайные операции для манипуляции событиями на мировой арене. Например, в середине 20 века началась операция «Глубокая тень». Она была направлена на подрыв стабильности в странах Восточной Европы, где советское влияние было особенно сильным. ЦРУ создавала фальшивые организации, которые позиционировались как оппозиционные движения, вызывая волнение и недовольство среди населения. Эти действия часто приводили к жестоким репрессиям со стороны местных властей, а мир оставался в неведении о реальных причинах хаоса. Необъяснимые события происходили и в Греции, где в начале 70-х годов ЦРУ активно поддерживала военный переворот. В рамках операции «Греческий поворот» агентура внедрялась в военную структуру, формируя поддержку для свержения законного правительства. В результате этого вмешательства была установлена жестокая диктатура, которая оставила глубокий шрам на греческом обществе. Это одна из многочисленных операций, которые до сих пор вызывают споры и вопросы о реальных мотивах действий ЦРУ. Следующая значимая операция, о которой стоит упомянуть – Бразильский театр, имевшая место в Бразилии в начале 70-х. В рамках этой программы ЦРУ инициировала кампанию по дезинформации, чтобы ослабить левое движение в стране. С помощью фальшивых новостей и манипуляций с общественным мнением были созданы условия, которые позволили провести военный переворот. Это вмешательство не только подорвало демократические институты, но и привело к страданиям множества людей, которые оказались в тюрьмах и подвергались насилию. Не менее интригующей была операция «Сибирь», направленная на дестабилизацию советских союзников. ЦРУ поддерживала несколько группировок, которые пытались подорвать власть в странах Центральной Азии. Эта операция охватывала множество аспектов, включая финансирование оппозиционных партий и создание фальшивых протестов. Она показала, насколько далеко могут зайти тайные службы для достижения своих целей. Кроме того, архивы ЦРУ содержат шокирующие сведения о том, как влияли на выборы в других странах.
Например, в начале 80-х годов в Никарагуа проводилась операция «Супермен», целью которой было поддержание режима, выгодного Соединенным Штатам. ЦРУ использовала средства массовой информации для манипуляции общественным мнением, поддерживая пропагандистские кампании и финансируя определенные политические группы. Эти действия оказали долговременное влияние на политическую ситуацию в регионе и создали атмосферу недоверия. Ведущие эксперты до сих пор не могут объяснить все детали операций, задействованных в процессе манипуляции историей. Некоторые из них остаются засекреченными, и их раскрытие может изменить наше понимание о многих событиях, произошедших в 20 веке. Как много еще тайн скрывается за этими архивами? Какие загадочные манипуляции происходили в других странах, оставаясь вне поля зрения? Впереди ждут более интригующие открытия, которые могут бросить свет на скрытые силы, формировавшие наш современный мир. Когда речь заходит о том, кто на самом деле управляет миром, невозможно не упомянуть о влиятельных личностях и организациях, которые действуют за кулисами. Это не просто политические лидеры или бизнесмены, а также тайные общества и группы, которые формируют глобальные решения и влияют на ход истории. Одной из таких групп является Бильдербергская группа, состоящая из членов мировой элиты, политиков, предпринимателей и экспертов. Ее встречи проходят в закрытом режиме, и хотя официально они обсуждают вопросы международной политики и экономики, многие считают, что на самом деле речь идет о планировании будущих глобальных изменений. Не менее таинственным является Орден Иллюминатов, группа, исторически связанная с стремлением к контролю и манипуляции. Хотя многие считают их мифом, некоторые документации указывают, что Орден действительно оказывал влияние на события, начиная с XVIII века. Эти организации работают в тени, и их реальные цели остаются неизвестными для широкой публики. Некоторые теории утверждают, что они стремятся к созданию нового мирового порядка, где власть будет сосредоточена в руках немногих. Кроме того, стоит упомянуть и другие секретные общества, такие как масоны и руник, тайные группы, которые также влияют на политические и экономические решения. Масоны, например, известны своими ритуалами и закрытыми встречами, на которых обсуждаются планы, касающиеся будущего. Их влияние можно проследить на протяжении веков, включая участие в революциях и изменениях в управлении. Не следует забывать и о таких влиятельных организациях, как Трилатеральная комиссия и Совет по международным отношениям. Эти группы объединяют экспертов из разных областей и с разных континентов, чтобы обсуждать важные вопросы, касающиеся международной политики и экономики. Однако их закрытый характер вызывает вопросы о том, насколько их решения действительно отражают интересы всех граждан, а не только узкой группы людей. А как насчет финансовых институтов? Мировые банки, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, во многом формируют экономическую политику стран, особенно развивающихся. Их влияние на правительственные решения можно считать одним из самых мощных инструментов контроля. Предоставляя кредиты, они зачастую ставят страны в зависимость, что дает возможность влиять на их суверенитет и внутренние дела. Важным моментом является также влияние крупных компаний и лоббистов, которые могут оказывать давление на правительственные структуры. Например, фармацевтические компании и энергетические концерны активно участвуют в формировании законов, которые касаются их интересов. Эти предприятия могут направлять огромные суммы на выборы и лоббировать свои интересы, что в конечном итоге влияет на политику стран. Но не только крупные организации и корпорации играют важную роль в управлении миром. Есть множество анонимных информаторов, которые выступают против системы и раскрывают ее секреты. Многие из них рискуют своей свободой и жизнью, чтобы донести правду до общественности. Такие действия, как утечки информации, могут стать катализаторами для изменений и осознания масштабов манипуляций. Итак, вопрос о том, кто на самом деле управляет миром, остается открытым. Скрытые общества, влиятельные личности, крупные корпорации и анонимные информаторы – все они действуют в сложной игре, в которой интересы многих часто остаются невидимыми для большинства. Как много еще неизвестных сил и тщательно охраняемых секретов таится за этой завесой. Впереди нас ждут еще более шокирующие открытия, которые могут изменить наше понимание о том, как на самом деле устроен мир. Тайные общества на протяжении веков оказывали значительное влияние на политику и общественные процессы. Одним из наиболее известных является Бильдербергская группа, созданная в 1954 году. Эта закрытая организация объединяет мировую элиту – политиков, бизнесменов и экспертов. Их встречи проходят в тайне, но многие полагают, что именно здесь планируются важнейшие глобальные изменения. Эти собрания порождают множество теорий заговора, утверждающих, что группа фактически управляет миром, принимая решения, не подлежащие контролю общественности. Не менее загадочным является Орден Иллюминатов, который появился в XVIII веке и, по мнению некоторых исследователей, продолжает существовать и сегодня. Изначально это общество боролось против монархического правления и религиозного влияния, но со временем приобрело репутацию группы, стремящейся к контролю над миром.
Существует обвинение в том, что иллюминаты манипулируют событиями, чтобы создать новый мировой порядок, где власть принадлежит лишь немногим. Среди других влиятельных организаций можно выделить масонов, которые также активно участвуют в политической жизни. Это общество, известное своими ритуалами и тайными собраниями, на протяжении веков оказывало влияние на многие значимые события, включая революции и изменения в управлении разными странами. Местные масонские ложи часто действуют за кулисами, формируя поддержку для определенных политических движений или кандидатов. Не стоит забывать и о трилатеральной комиссии и Совете по международным отношениям. Эти группы объединяют экспертов из различных сфер и стран для обсуждения вопросов международной политики. Их закрытые заседания вызывают подозрения, ведь решения, принимаемые на таких встречах, могут не отражать интересы обычных граждан, а лишь интересы узкого круга людей. Финансовые институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, также играют ключевую роль в управлении миром. Они предоставляют кредиты развивающимся странам, но часто устанавливают условия, которые ведут к зависимости этих стран от международных финансовых организаций. Это дает возможность влиять на внутренние дела государств и проводить экономические реформы, выгодные западным интересам. Крупные корпорации и лоббисты являются еще одной важной силой, способной оказывать давление на политические решения. Например, фармацевтические и энергетические компании активно вмешиваются в законодательные процессы, чтобы защитить свои интересы. Они могут направлять огромные суммы на выборы, что позволяет им оказывать влияние на политиков и законы, касающиеся их отрасли. Но в это сложное взаимодействие также вписываются анонимные информаторы, которые ставят под сомнение деятельность властей и раскрывают секреты. Часто рискуя своей безопасностью, такие люди, как Эдвард Сноуден, становятся катализаторами изменений, обнажая масштабные нарушения прав граждан и манипуляции со стороны властей. Их свидетельства порой вызывают бурные обсуждения и приводят к необходимости пересмотра существующего порядка. Таким образом, вопрос о том, кто на самом деле управляет миром, остается открытым. Тайные общества, влиятельные личности, крупные корпорации и анонимные информаторы – все они играют в одну сложную игру, где интересы многих остаются скрытыми от общественности. Как много еще тайн и секретов скрываются за завесой этих организаций? Мы продолжаем исследовать, какие новые открытия ждут нас впереди и как они могут изменить наши представления о власти и управлении. Символы и коды, окружающие мир тайных обществ и влиятельных организаций, давно стали языком власти, который трудно расшифровать. Каждый знак, каждая деталь может скрывать информацию, о которой простым смертным даже не мечталось. Торжественные ритуалы масонов, закодированные сообщения иллюминатов и даже знаки, используемые в рекламе и медиа, становятся своеобразным шифром, через который некоторые управляют другими. Масоны, чье влияние распространяется на протяжении веков, использовали символику в своих ритуалах и логотипах. Например, их знаменитый символ, компас и угольник не просто инструменты, а знаки, обозначающие моральные принципы и стремление к знанию. Такие символы не только представляют собой внутреннее учение, но и служат знаком для тех, кто осведомлен о настоящем значении. Подобным образом используется и символика в рекламных кампаниях, где изображения могут содержать скрытые сообщения, направленные на манипуляцию общественным мнением. Орден иллюминатов, созданный в XVIII веке, также широко использует символы, например, всевидящее око, которое считается признаком контроля и наблюдения. Это изображение обыгрывается в массовой культуре, порождая мифы о том, что эта группа управляет миром из тени. Такие символы становятся частью глобальной паранойи и теории заговора, запутывая невидимые нити, связывающие события. Некоторые эксперты полагают, что даже выборы и политические решения часто сопровождаются символикой. Например, использование определенных цветов, логотипов и даже шрифтов может влиять на выбор избирателей. Эти элементы становятся инструментом для создания ассоциаций, которые могут изменить восприятие кандидата или идеи. Политические партии активно внедряют символику в свою риторику, чтобы завоевать доверие избирателей и создать желаемый образ. В мире финансов также присутствует свой язык символов. Центральные банки и финансовые учреждения используют определенную терминологию и знаки, чтобы обозначить свои действия и намерения. Например, термин «медвежий рынок» указывает на падение цен, тогда как бычий рынок подразумевает их рост. Эти выражения становятся частью общего языка, который помогает трейдерам и инвесторам ориентироваться в мире финансов. Не менее важными являются коды, использующиеся в разведывательных службах, таких как ЦРУ. Декодирование сообщений и использование шифров – это часть их повседневной работы. Каждое слово может быть заглавием к операции или указанием на местоположение. Секретные документы часто содержат строки, которые кажутся бессмысленными, но на самом деле могут содержать ключевые указания для агентов. Так, в процессе шифрования используются различные техники, включая замещение и перестановку символов. Не только официальные организации применяют символы. Тайные общества, такие как Бильдербергская группа, тоже используют их, чтобы обозначить свою силу.
Символика их встреч нередко обрастает мифами и спекуляциями, порождая много слухов о том, что происходит на их закрытых заседаниях. Подобные собрания в закрытых помещениях становятся идеальной почвой для теорий заговоров и спекуляций. На уровне общественного сознания символы могут вызывать сильные эмоции и ассоциации. Например, флаги, гербы и другие визуальные элементы становятся отражением ценностей и идентичности нации. Их использование в политическом контексте может служить мощным инструментом для манипуляции массовым сознанием. Таким образом, мир символов и кодов — это не просто набор знаков, а сложная система, которая управляет общественным восприятием и поведением. Каждый из этих знаков несет в себе информацию, способную направлять действия людей, изменять их мнение и даже влиять на их жизнь. Скрытые значения, заключенные в этих символах, становятся частью глобальной игры, где ставки высоки. Как много еще нерасшифрованных символов скрыто в архивах и на страницах истории. Это лишь подчеркивает, насколько глубока эта игра власти и как важен ключ к ее пониманию. Анонимные информаторы играют ключевую роль в раскрытии тайных операций и манипуляций, проводимых различными организациями, включая ЦРУ. Эти смелые люди берут на себя риск, чтобы донести информацию до общественности, иногда даже ценой своей свободы или жизни. Один из самых известных случаев — утечка информации Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности, который в 2013 году обнародовал секретные документы, раскрывающие масштабные программы слежки, проводимые правительством США. Он сообщил, что миллионы людей по всему миру стали объектами наблюдения, что вызвало общественное возмущение и дебаты о приватности и безопасности. Сноуден не единственный информатор. За последние несколько десятилетий множество других анонимных источников предоставили информацию о тайных операциях и манипуляциях. Например, в начале 1090-х годов, когда операции по свержению правительств в Латинской Америке достигли пика, множество информаторов выступали с разоблачениями. Их свидетельства помогли документировать случаи насилия, пыток и принудительных исчезновений, которые происходили под прикрытием государственной власти. Однако не вся информация, предоставленная анонимными информаторами, воспринимается одинаково. В некоторых случаях их утверждения подвергались сомнению, особенно когда речь шла о теории заговора. Например, в 2008 году появились слухи об анонимном источнике, утверждавшем, что правительство США задействовало технологии контроля разума для манипуляции общественным мнением. Хотя многие из этих утверждений были опровергнуты, они показывают, как анонимные информаторы могут повлиять на восприятие реальности. Другим важным примером является дело о программе Coin Home, которая была направлена на использование сбора информации для подрыва движений прав человека. Информаторы, работавшие в этой программе, раскрыли, что правительство использовало подставные организации для внедрения в группы активистов, чтобы контролировать и манипулировать их действиями. Эти разоблачения привели к общественному обсуждению о этичности таких действий и необходимости прозрачности в государственных структурах. Не менее примечательным является случай с проектом «Звук», который рассматривал возможность использования звуковых волн для воздействия на общественное мнение. Анонимные информаторы предоставили данные о том, что в нескольких городах проводились эксперименты, где звуковые волны применялись для изменения настроений и поведения граждан. Эти свидетельства привлекли внимание, но также вызывали и скептицизм, так как многие ставили под сомнение реалистичность таких методов. Анонимные информаторы также могли раскрывать факты о финансовых манипуляциях, проводимых крупными корпорациями. Например, в 2009 году один из информаторов из финансового сектора сообщил о мошенничествах, связанных с ипотечными кредитами, которые привели к глобальному экономическому кризису. Его отчеты привели к расследованиям и стали основой для судебных исков против крупных банков. Этот случай подчеркнул, как информация, полученная от анонимных источников, может оказывать серьезное влияние на экономику и общество. Не менее важным является то, что анонимные информаторы не всегда могут быть идентифицированы или защищены. В некоторых случаях они становятся мишенью для преследования и даже насилия. Так, в 2009 году в Мексике было зафиксировано несколько случаев, когда информаторы, раскрывшие информацию о коррупции, были убиты. Это подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются те, кто решает говорить правду. Таким образом, анонимные информаторы остаются важным источником информации о тайных операциях и манипуляциях. Их свидетельства часто становятся каталист для изменений, поднимая вопросы о прозрачности, этике и справедливости. С каждым новым разоблачением мы приближаемся к пониманию того, что на самом деле происходит за кулисами. Однако, несмотря на их важность, вопрос о том, как много еще тайн скрыто от общественности, остается открытым. Что еще мы можем узнать от тех, кто отваживается говорить правду? Какие еще шокирующие свидетельства ждут своего часа? Это лишь подчеркивает, насколько значима роль анонимных информаторов в нашей борьбе за правду. Вопрос о том, насколько возможно раскрытие секретов, которые хранятся в недрах тайных архивов, остается открытым.
Хотя в последние годы некоторые документы были рассекречены, многие другие все еще остаются под грифом «секретно». Учитывая, что много информации о прошлом может быть как опасной, так и компрометирующей, правительство и разведывательные службы часто делают все возможное, чтобы защитить свои тайны. Это создает атмосферу недоверия и догадок, где настоящие факты часто смешиваются с мифами и теориями заговора. Выдающиеся случаи, такие как утечки информации, стали важным шагом к раскрытию правды. Случай Эдварда Сноудена, который в 2013 году обнародовал секреты Агентства национальной безопасности, привел к глобальной дискуссии о приватности и слежке. Он раскрыл, что миллионы людей стали объектами наблюдения, что беспокоит общество. Это событие также продемонстрировало, как один человек способен повлиять на общественное сознание и вызвать значительные изменения в политике. Однако далеко не все информаторы получают такую же поддержку и признание. Многие из них рискуют своими жизнями, чтобы донести правду до общественности, но часто остаются анонимными или забытыми. Например, в начале 2000-х один анонимный источник раскрыл информацию о программе «Проверка», в которой ЦРУ использовала агентов для подрыва протестов. Эти разоблачения привели к общественному возмущению, однако истинные имена и лица оставались скрытыми, а их судьбы зачастую неизвестны. Существуют также случаи, когда информация, предоставленная анонимными информаторами, воспринимается с недоверием. Например, в 2008 году появились слухи о том, что правительство разрабатывало технологии для контроля разума. Хотя некоторые аспекты этих утверждений были опровергнуты, они продолжают жить в мифах и теориях заговора, подчеркивая, как легко манипулировать общественным мнением. Тем не менее, анонимные информаторы продолжают открывать глаза на различные тайные операции, проводимые правительствами. Случай со свидетелями внутри программы Cohen Home показал, как низко опускаются некоторые государства, внедряя агенты в правозащитные группы. Эти действия остались незамеченными до тех пор, пока не появились разоблачения, которые заставили общество задуматься о моральной стороне таких действий. Важную роль в этих разоблачениях играют документы, которые иногда появляются на свет благодаря адвокатам или журналистам-расследователям. Они анализируют различные источники информации и собирают факты, что позволяет им открывать новые аспекты тайных операций. Например, в 2009 году один из информаторов раскрыл информацию о манипуляциях с ипотечными кредитами, что привело к экономическому кризису. Это явилось сигналом для расследования, которое раскрыло масштабные мошенничества среди крупных банков. Анонимные информаторы могут поддерживаться определенными организациями, которые создают условия для безопасного раскрытия информации. В некоторых случаях они могут рассчитывать на юридическую защиту, но часто это не гарантирует безопасность. В 2009 году в Мексике несколько информаторов, раскрывших коррупцию, стали жертвами насилия, что подчеркивает риски, с которыми сталкиваются те, кто решает выступить против системы. Таким образом, несмотря на то, что шансы раскрыть секреты существуют, они не всегда ведут к успеху. Секретные операции продолжают оставаться в тени. Многие документы по-прежнему закрыты, а анонимные информаторы сталкиваются с опасностями. Тем не менее, каждый акт раскрытия информации – это шаг к пониманию реальности, которая скрывается за завесой тайны. Как много еще тайн остается нераскрытыми? Какие шокирующие откровения могут ждать своего часа в будущем? Эти вопросы остаются актуальными, подчеркивая важность работы тех, кто отваживается говорить правду.